В ночь на вторник Одесска пережила один из самых мощных дождей за последние годы. Улицы центра и пригородов превратились в бурные реки, с которыми люди борются уже десятки часов подряд. Синоптики заблаговременно объявили в городе второй уровень опасности из-за сильного дождя и порывистого ветра. К утру выпало 41,5 мм осадков, а к 15:00 их уже было около 68 мм, что превышает средний показатель сентября в 1,5 раза. На улицах потоки воды уносят мусорные баки, автомобили увязли в лужах глубиной до полуметра. На Французском бульваре и Среднефонтанской воды по колено, на Балковской местами поток воды сносит машины. Ситуация в пригородах не легче. В Черноморске затопило жилые кварталы и детсад, детей из него эвакуировали, спасатели откачивают воду. С самого утра транспортное сообщение в Одессе оказалось парализовано, часть трамваев и троллейбусов не вышла на маршруты. Остановлены трамвай маршрута номер 12 Приморский-Таирово и несколько троллейбусных линий. На ключевых магистралях затруднено движение. Полностью перекрыты улицы Балковская, Атамана Головатова, Плыгуна, Среднефонтанская, Французский бульвар и Черняховского. Пробки местами растянулись на километры. Из-за отключенных светофоров произошло несколько мелких ДТП. Непогода нанесла удар и по энергосистеме. Ливень и ветер обесточили более 30 населенных пунктов в области, оставив без электричества более 12 900 клиентов. В Одессе из-за упавших деревьев и обрыва линий электропередачи произошли локальные отключения в Приморском и Киевском районах. Некоторые школы перешли на удаленный режим работы. Сначи-пожарные, коммунальные службы и аварийные бригады работают в усиленном режиме. Ведется откачка воды из подвалов жилых домов, чистятся ливневки. Жертв нет, однако ситуация остается критической, и многие районы остаются подтопленными. Такое наводнение Одесса переживает уже не первый раз. Осенью 2024 года сильные ливни также вызвали подтопление и хаос. Эксперты винят устаревшую канализацию 1930-50-х годов и хаотичную застройку, перекрывающую естественные пути стока воды. Рыбачкам всем по привету, говорят, сегодня будет карп клевать на 7-м километре. Так что приезжаем, забрасываем все спиннинги и ждем серьезного клёва. Всем хорошего дня! Відео з паркінгу. Щось не витримало.